А мы продолжаем нашу серию интервью, посвященную практике адаптации переселенцев из русскоязычной культуры, граждан РФ или людей, которые говорят на русском языке, на территорию Кыргызстана. И сегодня у нас в студии Алена, и мы сейчас познакомимся с ней, выясним, что понравилось в процессе миграции, какие были смешные истории, что, может быть, осталось за кадром, но сегодня хотелось бы рассказать. Прежде всего, хотелось бы немножко узнать о вашей биографии. Кратко расскажите о себе. Здравствуйте, Алена. Немного про себя. Ну, я родом, получается, из России, вот, жила там всю свою жизнь почти, вот, и только 2 года назад примерно, ну, уже 2,5, я мигрировала, вот, сначала это был Дубай, потом это был Кыргызстан, потом это был Узбекистан, потом я устала, вернулась в Россию. Вот, все эти путешествия у меня были с моим бывшим партнером, вот, мы расстались, и я поняла, что я готова пойти в этот путь одна, и я мигрировала одна уже в Кыргызстан. Уже, получается, я недавно праздновала эту дату, теперь это для меня дата очень такая памятная, это 1 июня 23 года, и я вот праздновала эту дату, теперь вот я тут в Кыргызстане живу. Очень интересно, чем занимаетесь? Предварительно ознакомившись с материалами перед интервью, я знаю теперь, да, что вы актриса и контент-мейкер. Расскажите немножко и об этом, это очень любопытно. Да, я профессиональная актриса театра и кино. Вот, в 21 год я закончила свое обучение, поступила в 18 лет. И пробовала сниматься в России еще на YouTube-канале, в театре немного играла, когда была студенткой. И, соответственно, когда я мигрировала, я не знала, чем заниматься, то есть у меня было 0 работы, да. Совершенно 0, то есть без лишних преувеличений. У меня были небольшие средства, которые мне позволяли жить какое-то время, но они заканчивались, и я, помню, искала тут работу от официантки до консультантки в секс-шопах, потом, что я еще искала, актрисы мне тут предлагали играть, ездить по Казахстану в разные города и играть детский спектакль, но тоже в итоге не срослось, и это продолжалось на протяжении полугода. Тут в миграции, и я помню, мое состояние было очень подавленное, я уже не знала, что делать, мне не хотелось сдаваться, но я нашла деньги, поехала в Россию немного отдохнуть, и был вот этот тоненький нюанс – остаться, потому что ничего не выходит, либо вернуться. Но я себе заранее купила билет обратно, чтобы соблазна было меньше остаться, и в итоге я вернулась, и только я вернулась, и сразу началась история с работой. Через мой блог, который я веду активно сейчас, мне как раз буквально перед моим отъездом вот в Россию в это плачевное время, наконец-то блог вышел за рамки друзей и друзей, и там уже за 1000 подписчиков, я помню, я тогда очень радовалась. Так да. И, соответственно, получается, благодаря этому меня позвали работать в одну компанию. Один мужчина хотел открыть со мной бизнес, буквально недавно про это видео выкладывала. Но в итоге, да, он потом пропал с горизонтов. Но в любом случае я осталась работать в этом агентстве, которое меня пригласили. И вот за чередой, в общем, как будто полгода было все очень ужасно. Да. И полгода после того, когда как будто случился вот этот вот экзистенциальный слом, и я все-таки показала миру, я не готова сдаваться, он такой, ну хорошо, тогда держи вот этот подарок, и в итоге вот работа пошла, и я начала сниматься тут в рекламах, меня начали приглашать как раз из-за моего блога, предлагали вести разные страницы, и вот сейчас я работаю контент-мейкером вот, на хостел, в Бишкеке, мне очень нравится моя команда, и плюс дополнительно снимаюсь в рекламах, в разных проектах, вот, и как-то так живу.
Так интересно, и это очень резонирует вот с тем, какая у меня, например, практика была тоже в рамках переселения, да, это чувство, когда все валится из рук, когда ничего не идет на первых порах, действительно очень трудно. В одном из интервью, когда я была как раз в роли интервьюируемой, я упомянула этот феномен как социальная неустроенность. Мне как-то очень понравилось это словосочетание. Действительно, когда ты приезжаешь на территорию другого государства, где ты раньше никогда не был, что ты знал, это только либо по книгам, либо это стереотипы, либо это вообще вот ноль, ничего, да, абсолютно. В этот момент... А еще если ты пытаешься делать бизнес, например, или если ты... Даже банально работу найти. Если работу найти, или если ты довольно специфический специалист, да, узконаправленный. Вот буквально было интервью с Сергеем Ефимовым недавно у нас, он астрофизик. И, в общем-то, в таком контексте, конечно, интересно искать работу, мягко скажем. Вот, давайте поговорим про чувства и эмоции. Давайте вот здесь, я думаю, что вот наши зрители, кто нас смотрит, русскоязычная комьюнити, привет. Все, кто проживал вот это состояние адаптации, я думаю, что этот сейчас материал будет очень полезен. И давайте поговорим о том, о чем мы не говорим, когда не с кем. Да? Вот это состояние, были ли какие-то практики преодоления депрессивных эпизодов? Потому что у меня они тоже были. Да? И вот когда ничего не выходит, и я еще делаю свой бизнес, и получается, что когда ты его делаешь, нужно очень много раз повторять одно и то же, потому что попытка собрать эту систему, и она все время расползается, да? То есть это еще то испытание для психики, и вот можете поделиться какими-то инструментами. У меня есть какие практики, дыхательная гимнастика, да? Медитация, йога, вот, и я хотела бы услышать, какие практики используете вы, очень интересно. Ну вот буквально перед этими съемками вот я вышла из такси, вы меня поймали, чтобы вот я уже пошла сниматься. Я говорю, подождите, мне нужна медитация, потому что вот у меня еще с собой тут орешек, он это, как мне мой психолог сказал, якорь от тревожности. То есть когда у тебя этот предмет рядом или когда ты подышишь, тебе становится спокойно, но когда я только мигрировала, мягко говоря, у меня не было таких инструментов, потому что я только заходила на территорию психотерапии в этот момент и была в этом раздрайве, получается, сама с собой. Это было очень тяжело. Сейчас это, знаете, как самые тяжелые времена, потом вспоминаешь с каким-то юмором. Ты такой, да, было так сложно. Вот, потому что как будто это защита психики, тебе не хочется это все вспоминать. Я выпускала все свои эмоции. Вот какое, вот у меня просто, я сама по себе такой человек, я просто плачу, когда мне хочется плакать, я хочу кричать, и вот я кричу. Я не стеснялась просить о помощи. То есть вот бывает такое, что люди думают, что я сам должен справиться, а я не стеснялась. Даже доходила до такого, что у меня из-за сложившейся одной ситуации нечем было платить деньги за аренду квартиры буквально на следующий день. И я в первый раз в жизни оказалась в такой ситуации за свои, на тот момент, 24 года. И я была настолько в растерянности, я ушла, я тогда еще закурила, заплакала, потом взяла себя в руки, взяла телефон и начала в сторисах, тогда у меня было, по-моему, 1000 как раз подписчиков, писать, я умею вот это, вот это, может быть, вам нужно, чтобы я что-то вам сделала сейчас, могу видео записать, могу идеи предложить. Вот прям вот я все, что как и доска объявлений, выложила и ждала. Ну, конечно же, мне не предложили, но одна из подписчиц, которую я никогда в жизни не видела, она живет в Москве, она мне написала вот такой, наверное, текст сочувствия, и потом говорит, а можно я тебе материально помогу, это тебя не обидит? Я говорю, ну в данной ситуации меня это не обидит. И она мне скинула 10 000 рублей. Неизвестная мне совершенно девушка. И благодаря ей
и другой там помощи мне удалось заплатить за квартиру, и там еще на гречку осталось. Классно, да? Да, это было потрясающе, да. Да. И это история о доброте людей и о совершенно удивительной помощи, о том, насколько велик человеческий потенциал и насколько есть счастье быть человеком и жить. Мир откликается, как будто бы, когда вот ты не замкнутый, ты открыт этому миру, то мир тоже открыт тебе. И в этот момент вот эта подписчица мне это доказала, что вот как бы вот смотри, я открыта. Очень интересно. Расскажите, в каком городе вы родились и в каком городе работали, если это комфортно? Давайте не в городе, в области. Да, давайте. Я родилась в Ивановской области, там течет большая река Волга, и получается, я такая девочка с реки, что, к примеру, тут мне немного не хватает. Вот тут есть небольшой прудик в Бишкеке, может, вы знаете? Я туда иногда прихожу ходить по воде ногами. Вот. И на Иссык-Куле, конечно. И вот я родилась вот в этой маленьком городке, в такой, я второй ребенок в семье, и я очень-очень любимый ребенок в семье, и поэтому никакой ответственности на мне с детства не было. То есть я жила, я там могла маму постельное белье до старших школьных классов там заправлять. Я даже не знала, как это делается. Как бы. Вот настолько я жила вот таким образом, но как наступило мне 18 лет, я переехала в соседний городок, хоть это было не так далеко, вот поступила как раз на Актерское, и вот оттуда начался вот этот вот уже кризис какой-то того, что мне нужно самой научиться жить, и поэтому, я думаю, мое решение миграции в одиночку было настолько шокирующим для моей семьи, что когда я вот переехала только учиться, мама думала, как она будет там жить? Она же даже пельмени не сварит, у нее ничего не получится. Ну, точнее, она мне это не говорила напрямую, она очень верит в меня, очень любит меня, и только благодаря, я думаю, поддержке моей мамы у меня многое получилось тут. Здорово. Но ее внутренний монолог явно был таким, что «О, Господи, девочка моя, куда она идет?» Вот. И в итоге, я не знаю, откуда такое рвение, когда я росла в таких условиях, назовем это как принцесса, да, вот мне все делали. Да. И вот откуда такое рвение быть такой бунтаркой, самостоятельно уехать в другую страну, без ничего, без работы, как вот до этого вы, Алена, сказали, с очень узконаправленной деятельностью, которая как бы сложно тебя прокормит. И вот откуда-то у меня взялось такое желание. И вот когда я приезжала полгода назад, разбитая, унылая, все такое, мне много предлагали оставаться дома. Да. Почти каждый мой родственник подходил ко мне и говорил, может быть, это? Я такая, нет. И вот скоро я полечу опять в Россию в отпуск, и вот этот приезд будет вообще другим. То есть как бы сейчас это я войду как сказать, с ноги в дом и такая, ну, у меня получилось, прошу. Вот. И я знаю, что они все очень искренне за меня порадуются в этот момент и загордятся. Как-то папа мне сказал, что он гордится тем, что мы уехали, потому что, он говорит, эти люди, они, по сути, прославляют русскую культуру, русский язык. Неожиданно. Да, это неожиданно, потому что он долго не мог смириться с тем, что мы уехали, и он все время звал нас назад. Так же, как и мама, то есть и до сих пор нет-нет, чего-нибудь и всплывает. Вот, но вот эта его трансформация, такого, может быть, даже чувства собственничества, такого отцовского, да, и гордости, точнее, и вот какой-то вот такой грусти, да, в гордость, вот это, конечно, меня очень порадовало. А по поводу причины того, откуда возник бунт, это действительно очень интересная тема для рефлексии. Я сама вот сижу и думаю, почему, да? Почему иногда нам хочется стать героем для себя, может вырасти, может какая-то была причина именно связанная с тем, что общество поменялось, время поменялось, может внутренние часы изменились. Ну да, когда, если не сейчас стать главным героем вот своей жизни, типа вот этой своей книги. А до этого мне хватало второстепенной роли, когда мне, вот как мама очень много за мной ухаживала, находились всегда, я притягивала людей, которые вот так вот относились и заменяли эту маму, которая была в детстве. И потом
я бы так и продолжила, я думаю. Это я сама усилием воли вышла из этого и такая, все прекрасно, но хочу попробовать по-другому. Да. Как будто бы время экспериментов пришло. Точно. Очень интересно. Вы сказали, что работали в России, а жили ли вы когда-то в больших таких столичных городах? Да, в Санкт-Петербурге. Вот я в итоге мигрировала из Санкт-Петербурга, когда моя учеба актерская закончилась. Я поехала покорять Санкт-Петербург, очень хотела там пожить. Вот. Тоже, мне даже кажется, что как будто бы момент переезда в Санкт-Петербург был гораздо сложнее, чем моя миграция в Кыргызстан. Потому что я помню, как я лежала на кровати, видимо, это была действительно депрессия, и я не могла ничего делать. А тут как будто у меня нет возможности ничего делать. Типа, тут мне нужно как-то встать. А там еще вот и мы переехали под осень, я тогда встречалась с молодым человеком, и вот я просто лежала. И мне было очень тяжело. Я ездила на работу, на метро целый час и все такое, но это казалось какая-то вот как раз не моя жизнь, которую я живу. Удивительно. Удивительно мне в такой ситуации. Вот то, что вы описываете, это очень правдиво. Да, потому что мы все стремимся показать и принимаем вот вещи, которые нам нравятся в себе, наш портрет, да, такой, что вот мы там всегда хотим быть, ну хотим, непонятно, что мы не можем, но всегда хочется быть чуть-чуть сильнее, чуть-чуть, там, я не знаю, ну, может, харизматичнее, да, чуть-чуть притягательнее. Какие-то такие вещи, которые мы ценим в других, и мы хотим, чтобы они у нас были. И, конечно, мы не часто говорим о том, что мы просто лежим и смотрим в поток, но это правда случается и со многими моими друзьями тоже вот в ходе взросления, да, в ходе становления, и со мной тоже. Вот мне почему-то про практики говорили, борьбы вот с этим состоянием, да, мне почему-то помогают метафорические карты или таро. То есть вот интересно, но почему-то, когда ты видишь рутину, что эту колоду тасую, да, что выходит какой-то расклад, будь то действительно психологический инструмент, да, психоаналитический, или будь то просто таро, как бы, когда ты внимание на чем-то монотонном концентрируешь, нет-нет, посмотришь, и через 10-20 минут у тебя появляются силы встать. Это интересно. Как это работает, не знаю, но это вот такой способ, да, то есть очень разделяю то, что вы говорите, и действительно это та сторона, которую мы все здесь говорим, да, о том, как оформить банковскую карточку и о том, какие налоги есть в той или иной стране, но об этом мы говорим нечасто. И в связи с этим классно, что вы сказали про ваш опыт в Санкт-Петербурге. Здесь вы говорили, что есть вот эта идея была, да, вот гастролировать с театром по территории Казахстана, и сразу почему-то у меня такой образ рисуется, что вот вы выступаете как труппа, и есть зрители, да? И когда вы приехали сюда, вот на этой арене жизни, главным героем, которой вы стали, главной героиней, да, протагонистом вы стали, как отнеслись к вам люди, смотрящие на вас? Вот это интересно, то есть вы увидели новую культуру, вы до этого предпринимали несколько попыток иммиграции, везде видели разных людей, разные национальности, разных убеждений, разные религии. А чем Кыргызстан показался таким вот именно уникальным? Вот может быть тем, что захотелось проживать, или наоборот, что вызвало какой-то, может быть, такое загадочность и желание держаться подальше? Ну, получается, когда вот я была в отношениях, мы уже успели вот среди других стран пожить в Кыргызстане. По-моему, это было 3 или 4 месяца. И вот, по сути, это очень короткий промежуток времени, но каким-то образом, буквально там на 3-й день своей миграции я пошла на какую-то театральную читку. После этой читки начались обсуждения, я высказала свое мнение, да еще поделилась тем, что вот я недавно прилетела из Дубая, и мне так одиноко, грустно. В общем, как-то просто искренне сказала свои эмоции вслух. Вот я актриса, ко мне подходит режиссер после обсуждения и говорит, а может быть вместе мы что-нибудь поделаем? И вот оно настолько так быстро тут все закрутилось, и я была очень удивлена. То есть как будто бы
тут в Кыргызстане, если у тебя есть желание влиться в определенный круг, будь то, допустим, это театральный круг, или, например, тут есть круг киношников, или там какой-то еще круг фотографов, тебе это не составит труда, если ты это искренне хочешь. И вот у меня получилось совершенно очень легко влиться в этот круг, и у меня очень быстро тут закрутились знакомства, какие-то проекты, еще что-то. И поэтому, когда я уже выбирала, куда мигрировать одна, конечно, выбор пал на Кыргызстан, потому что тут уже у меня были какие-то истории. И когда я приехала, я участвовала почти во всех активностях, которые я только видела. Да. Там, к примеру, был эко-фестиваль, и я ездила в соседнее село Алтын-Казык, которое находится у полигона, где вот эта мусорка постоянно горит. Да-да. И я там строила детскую площадку с другими волонтерами. Да. То есть я там строила огромного розового единорога с местными детьми, которые не знают русский язык, но я на каком-то общечеловеческом языке с ними изъяснялась, и тем самым они помогали мне строить этого. Кто-то красил, кто-то штукатурил, и мы вместе построили эту детскую площадку. Потом я через какое-то время туда приезжала, и реально стоит, и реально дети гуляют. То есть там в этом селе больше толком ничего нет, и вот это эпицентр притяжения детей стал. И это в том числе из-за того, что я это делала. Потом какой-то киношный клуб, еще что-то. И, в общем, сейчас у меня тут знакомых больше, чем в России. Только, ну, это, конечно, это из-за моей инициативы, что я везде ходила, везде что-то делала, и поэтому для меня сейчас Кыргызстан стал, да и даже сейчас живу, вспомнила, в квартире, которую сдают люди, которые тут имеют очень большой вес именно в творческой среде. То есть это настолько вот сейчас вот так вот все переплетено, что тут очень легко стать заметным. Как будто бы в России, особенно в больших городах, вот в Санкт-Петербурге, я чувствовала себя песчинкой из. Да. А тут, если ты действительно захочешь, ты очень быстро можешь стать известной какой-то личностью именно в кругах. Не в плане известной, а вот типа: «О, мы с тобой, по-моему, где-то виделись. Да, это же Алена, точно». Да. И вот очень быстро вот найти своих каких-то, и из-за этого ты чувствуешь вес, ты чувствуешь значимость своего нахождения тут. Тогда как в Питере в тот период я не чувствовала своей значимости. Есть меня, нет никакой разницы для Санкт-Петербурга. А для Бишкека уже как будто бы я чуть-чуть чувствую. Вот. Это приятно, чувствовать свою значимость тут. И я тут значима. Круто. Если мы бы образно нарисовали, какой тусовкой бы показалось сообщество Кыргызстана? Какой тусов? Вот, да, то есть вот какой образ, да, ну, тусовка как бы здесь такое сленговое, да, я говорю о том, что, ну, потому что есть такие сообщества, вот, например, где люди пытаются, не пытаются, а вот имеют характерные черты сохранять, например, спокойствие. Вот, например, сообщество Северной Америки, Миннесота, вот американцы северные, они абсолютно непоколебимые. Они вот как миннесотский климат, вот эти холодные острова, да, то есть, ну, холодные острова, которые как бы находятся на территории, там, граничащей с Великими озерами, да, которые в свою очередь Северная Америка граничит с Канадой, да, то есть и как бы вот это все такое непоколебимое, зимнее. И люди такие степенные и спокойные, часто либо безэмоциональные, либо малоэмоциональные. Если мы берем, допустим, вот Дубай, возьмем Дубай, да, это все время какая-то смесь очень интересной, на мой взгляд, градации, когда это, с одной стороны, технологический прорыв, действительно, то есть они приглашают лучших специалистов, и они сами стремятся к этому, но, с другой стороны, и очень традиционные устои, вплоть до того, что действительно есть огромное количество местных традиций, жестов, да, этикета, что можно брать этой рукой, что нельзя брать и так далее, да, то есть вот какие-то такие вещи, то есть вот и язык и культура, и технологии прям вот разнятся сильно, да, или это совершенная полифония какая-то звуков, вот даже вот сложно сказать. Я сейчас просто привожу примеры, да, чтобы мы сейчас охарактеризовали здесь. Спасибо большое. Это классно. Наускивайте меня. Вот, или получается, когда вот мы говорим про Индию, да, то есть это полифония звуков, запахов и людей совершенно
не поддающийся рефлексии, потому что это перегруз сознания. То есть ты смотришь на это, и люди просто настолько из разных, ну там же стратификация, настолько из разных страт. Это разные запахи, которые ты никогда не чувствовал раньше, да? Ты их не слышал. То есть это абсолютно специфические травы, растения, ткани, цвета, но при этом какое-то такое, как будто это как колыбель человечества, такое, да? То есть ты как бы когда-то ходил по земле, и когда-то, может, давно ты сюда зашел, отдохнул и пошел дальше. То есть это дикое интересное впечатление, но оно, конечно, субъективно у каждого. И поэтому мне очень интересно задать вам этот вопрос, а каким и какой атмосферой показался вам Кыргызстан? Лена, вы так интересно рассказываете про Индию, думаю, туда съездить. Ну, не пожить, а вот именно просто вот съездить, тем более тут недалеко как раз. Я вот буквально недавно снимала видео, там просто под музыку, и там мое признание любви к Кыргызстану. Я видела. Я использовала такие слова, как «грубый», потому что, на мой взгляд, Кыргызстан достаточно грубый, но при этом такому заботливому, такому какому-то доброму и радушному. То есть это вот для меня Дубай прям место контрастов очень больших. А тут это не то чтобы контраст, грубый и радушный. Это не противоположности, а вот это вот как в семье. У тебя же не бывает просто идеальные отношения с мамой. Все равно где-то вы можете. Вот тут то же самое, как будто вот это вот такое близкое. И вот поэтому из-за того, какие близкие отношения между вами выстраиваются, поэтому он тебе может и показывать и вот так, и вот так. Да. Поэтому для меня Кыргызстан – это место, которое очень быстро, если ты этого, опять же, хочешь, и ты это принимаешь, делает тебя очень близкой, и это место для тебя тоже очень быстро становится близким. То есть, к примеру, я знаю, что я не буду тут жить всю жизнь, и я уеду, но я думаю, я с таким удовольствием вернусь в Кыргызстан, я вот не знаю, поживу в каком-нибудь Париже, и потом специально прилечу сюда, на Иссык-Куль, просто в Бишкек, и я думаю, это будет настолько трогательная, сентиментальная встреча меня и Кыргызстана, что я, наверное, аж вся растрогаюсь, заплачу, и потому что это как будто бы возвращение во второй дом, что я вот уже считаю Кыргызстан своим домом вторым. Вот какая-то между нами очень близкая связь образовалась. Я абсолютно согласна. Короткий комментарий от меня. Это действительно дом, и люди здесь какие-то домашние. Да, вот поэтому они и грубые бывают, как домашние, но и при этом потом тебя еще обнимут, поцелуют и скажут: да ладно, чего ты, как бы. Вот. Возьми вот еще вот персиков, это так, это от меня, держи. Вот так вот. Правда, Рахмат согласна с Байке. этим. Да. Вот. По поводу кыргызского языка, вот Рахмат Байке, действительно классно. Вы сами думали ли о том, что вы начнете изучать кыргызский язык, и предпринимали ли попытки? Я не изучаю, чтобы целенаправленно, но так как я нахожусь в среде, то я в повседневной своей речи каждый день использую кыргызский язык, так или иначе. То есть я захожу в комок, к примеру, и такая там «Саламат сузбы», вот, и что-то беру, потом «Чон Рахмат», ухожу. То есть какими-то такими фразами. Я помню в начале, когда я только переехала, мне было немного стеснительно это говорить. Может быть, я не так произнесу, может быть, как-то меня... Ну, то есть, очевидно, я вообще не местный. То есть, тут же есть местные русские, но они тоже выглядят иначе, на мой взгляд. Там стиль одежды, поведение. А по мне прям очевидно, что я не местная русская. Вот. И я думала, вдруг людям, когда я буду говорить на их языке, будет как-то немного, может быть, неприятно, но, в общем, какие-то мои тревожные мысли. Ну, на самом деле, что вот я, к примеру, скажу Жакшибар, потом таксисту, когда выйду, это доброй дороги, типа. Вот. Все смеются искренне. И я помню, был очень смешной случай. Мы с другом, тоже он мигрант, русский, максимально русско выглядит, как и я. И мы едем в такси, он чихает, и я ему говорю: ах, чуть, он такой: Рахмат. И таксист просто замер в этот момент, он такой поворачивается: а что вы сейчас сказали? И мы такие: ну, в смысле, ну, будь здоров, там, спасибо. Вы на кыргызском? Я говорю: да, на кыргызском.
И такой... И он просто смеялся без остановки минуты 2, наверное. То есть это было настолько... Он потом еще... Если что надо будет, вы, короче, звоните, запишите мой номер, типа, ребята. То есть я теперь поняла, что даже если я вот буду вот так говорить, это точно никому плохо не сделает, только, наоборот, поднимает настроение. Кто-то посмеется, потому что это просто смешно, кому-то это приятно, кому-то еще, и поэтому я на повседневной основе использую кыргызский язык в той степени, в которой я могу использовать его. Тоже был случай, мы ждали 105-й автобус, и, в общем, водитель наотрез как-то отказывался видеть 2 пассажиров, которые были, по сути, единственными пассажирами, потому что автобус стоял на конечной, это были я и моя подруга. И он как-то курсировал вокруг автобуса, то курил, то ждал, то, в общем, он не хотел ехать. И, в общем, все попытки ему сказать, там, молодой человек, они не приводили ни к какому успеху, и только когда мы сказали «Байке», он сразу повернулся и такой «сейчас поедем». И мы просто такие «да, вот он результат». Классно. Обычно, когда меня спрашивают про то, что понравилось в кыргызской культуре, я отмечаю, наверное, 3 основные вещи. Это природа, люди и гостеприимство. Вот мне кажется, что это просто какой-то восторг. Вот, а что понравилось вам, и есть ли какие-то особенные случаи любви, близости, доброты, да, вот какие-то такие атмосферные? Вот очень интересно было бы. Что понравилось в... Ну, я помню, когда вот я только приехала, опять же, в Кыргызстан, самый мой первый раз, когда я вообще ничего не знала, мой друг потащил меня пешком на соседнюю гору. И в итоге, когда мы поднялись, мы были совершенно не готовы к такой нагрузке, то есть мы выглядели неподходящей одеждой, ничего, воды даже с собой не взяли. И я помню, стою таким образом, и там вот какая-то сторожка стоит, вот это где флагшток. И там живет, видимо, Байке, который как бы охраняет флаг. Вот. И мы к нему стучимся, и там выглядит все максимально как-то по-свойски. То есть какие-то тут полотенчики грязные лежат, тут вот что-то, какая-то железная кружечка, уже такая видно, что она давно там лежит. И он просто там откуда-то из какой-то бутыли налил нам в эту кружку. Она была не особо чистой как бы в этот момент, но это было настолько в этот момент неважным. Вот. И он так искренне, просто без какого замешательства, без... Он мог сказать, там, давайте 20 сом, типа, вода. Вот. Нет, то есть максимально по-доброму, по-приятному. А еще и в этот же момент, когда мы попили, уже там погуляли, нам было совершенно лень спускаться назад, столько же идти. И нас еще местные, тоже Байке, Сэджэ, довезли вниз. Вот. Да. То есть как бы максимально, то есть, опять же, открываешься миру, просишь что-то, и он такой, да, конечно, вот. И как будто в Кыргызстане это работает почти в чистом каком-то виде, то есть не просто как вот ты открылся миру, и ты не всегда можешь что-то получить, а тут это чаще всего, то есть с большой вероятностью так случится. Я тоже это замечаю. Вот, поэтому нужно просто открыться, вот. А что мне нравится? Мне очень нравится... Вот какая-то вот эта вот... Что-то я из своего маленького городка тут чувствую. В Питере такого я не особо чувствовала, что вот хожу в один и тот же комок, там, вот один и тот же Байкешка. Типа, он меня уже знает, там, примерно знает, сколько яиц мне надо положить. И вот какое-то вот между нами уже все равно вот что-то такое происходит. Там, не болейте, скажу, если они там под кондиционером каждый день стоят, очень жарко. И вот как-то... Да, вот, значит, люди, ну и, наверное, да, тоже какая-то природа. Вот. И это вот тоже, когда есть возможность куда-то выезжать, вроде бы живешь в такой лоне природы, типа вот так вот очень красиво, а из-за того, что ты тут живешь, а не как турист, которых я тоже очень много наблюдаю, когда вот в хостеле стала работать, то ты не каждый день пользуешься этим моментом. То есть вот если я выйду на Иссык-Куль хотя бы 2 раза в год, это уже будет прекрасно. Вот. Да. Поэтому хотелось бы, конечно, почаще, или бы хотелось возможность даже пожить на Иссык-Куле зимой. Я думаю, это какая-то отдельная история. Потому что вот зимой, к примеру, мне не очень нравится жить в Бишкеке. Вот. Достаточно тяжело, на мой взгляд.
Хорошо, что я там хотя бы не аллергик, как мой друг. Ему даже пришлось уехать в другую страну, потому что вот уровень смога настолько большой, что он просто не мог искренне дышать, и из-за этого пришлось уехать. Понимаю. Понимаю, в то же время один мой знакомый, когда приехал из Питера, и там было минус 15, а здесь было 5 градусов, он сказал: господи, это прекрасно. По поводу людей, вот действительно, да, нечего добавить, действительно только согласна. По поводу природы, есть какие-то здесь добрые чудеса, да, вот что-то такое, что какая-то атмосфера, ну, природа здесь первозданная, да, она такая... наверное, может быть, как защищающая. Вот как-то какой-то такой образ идет. Легко найти вот эту природу, особенно если там поехать на южный берег, что вот, к примеру, я думаю, там, где более активно развит туризм, сложно найти место, где ты будешь действительно один наедине с природой. А тут это сделать очень легко. Действительно. Вот. Да. Буквально даже если у тебя нет возможности поехать на Иссык-Куль, вот я реально поднимаюсь в соседнюю гору, когда вот я жила рядом с горами в Микрашах, просто поднимаешься, идешь чуть подальше, и уже никого. И стоит такая тишина. Я помню, в первый раз в жизни услышала такую тишину. Правда, вот это было не у города все-таки, там подальше в ущелье, но это полнейшая тишина, ничего не слышно. Настолько, что как будто бы сейчас снежный барс выйдет, и как бы ты не особо удивишься этому моменту. То есть как бы вот такие вот нетронутые места очень легко найти. И вот я буквально недавно была на тимбилдинге на Иссык-Куле, на южном берегу, в юрточном лагере. И вот там женщина местная, Иджешка, говорит, вот буквально уже через 10 лет тут, скорее всего, будет все туристами усыпано, уже понастроят вот этих каких-нибудь домиков и так далее, что сейчас очень активно развивается туризм, много туда вкладывается, и что как бы остается наслаждаться этими местами, пока они есть. Вы очень много используете юмористического контента на своем канале, и это очень здорово. Я тоже считаю, что нужно относиться ко всему как-то по-житейски, с юмором, и как бы всегда есть, да, классная возможность посмеяться над какими-то не особо складно получающимися вещами, а такого в нашей жизни всегда бывает немало. Вот, и чтобы в плане юмора вы сказали о Кыргызстане. Приведите ряд, если хотите, ряд историй из вашего канала, или, может быть, то, что вы еще не рассказывали, или то, что вы планируете рассказать. Нашим зрителям будет интересно посмеяться вместе с нами. Так, в плане юмора в Кыргызстане. Но сейчас у меня, получается, основная моя аудитория как раз это Кыргызстан, и мой юмор не всегда понимают. То есть я помню, вот буквально недавно я выложила видео, и там была такая подпись, типа, русские никогда не улыбаются, и вот, типа, русская, которая нашла в Кыргызстане работу. И я там улыбнулась, но у меня была очень, видимо, мне потом знакомый сказал, очень сложные эмоции. То есть это не просто улыбка была, а какая-то с замешательством, и многие восприняли это как какое-то оскорбление, и я заметила, что аудитория, особенно в ТикТоке, вот ТикТок, просто свобода слова полностью там. Да. Это у меня первые хейтеры появились как раз в ТикТоке, вот, и они очень остро это восприняли, почему вы так не любите Кыргызстан, и в общем, в таком каком-то духе были комментарии, а до этого я выкладывала видео, какое-то видео про то, как я тут ищу работу, и мне, добро пожаловать в Кыргызстан, у нас очень доброжелательные люди, мы вас, ну, типа, мы вас это, вот мне очень часто пишут, даже просто в директ, там, добро пожаловать, очень рады вас видеть, пусть у вас тут все получится и так далее, и так далее. И вот поэтому я немножко как будто в полярности, что шаг влево, шаг вправо, и твой юмор могут воспринять не таким вот образом, что очень бывает очень острая реакция. Вот. Но ее меньше, чем положительные реакции. То есть, например, вот про видео, где меня уволили, к примеру, с одной из моих работ, очень было много положительной реакции, люди сочувствовали, рассказывали свои истории, кого-то уволили в день рождения, кого-то уволили на декрете, кого-то еще что-то. И вот люди делятся и друг друга поддерживают у меня просто под комментариями, в комментариях под этим видео. А что касательно юмора,
Да вот я больше про работу, наверное, все угорают. Мгм. То, что вот я как бы и это попробовала, и то попробовала, и ничего не получается, а вот сейчас вроде получилось, и вот, вот такой вот какой-то опыт. Вот. И людям одновременно и смешно, и грустно. Я помню первое видео, которое у меня в ТикТоке залетело, это было про поиск работы. То есть я там сидела очень разбитая, у меня было плохое настроение, я сижу и говорю, мое хобби – искать работу в Кыргызстане. Я поняла, что дольше месяца я нигде не задерживаюсь. И, в общем, вот так я начала рассказывать, и там это первое видео, на, не помню сейчас сколько там просмотров, ну, прям на 1000 залетело, и люди такие, да, я тоже в Бишкеке не могу найти работу. И это не только мигранты писали, и местные. И местные, да. То есть это прям общая проблема Бишкека, что тут сложно найти, ну, не то, что сложно найти работу, а сложно найти ту работу, которую ты хочешь, с теми условиями, которые ты хочешь. Мгм. Вот. Да. Или там комментарий из разряда, я помню, был, когда я видео поделилась, что когда я тут работала официанткой, типа, мне обещали трансфер ночью после смены, в 2 часа ночи она кончалась. И мне такие потом, уже после смены, 2 часа ночи, я говорю, ну, вызовите мне такси. Мне говорят, а ты стажерка, тебе еще нет. Я говорю, а как же мне тогда поехать домой? Ну, да. Вот. И вот под этим видео, где я эту историю рассказываю, говорят, да, у тебя запросы как у этого гендиректора. Вот. И кто-то тоже отвечает, в смысле, это же не запросы гендиректора, это же адекватные запросы про развоз после 2 часов Ну, ночи. да. Но тут стандарты еще, и как я поняла, что там вот сейчас мой друг ищет тут работу, и я ему сразу предупреждаю, что, ну, как бы, будь готов. Мгм. Тут много людей, которые не хотят, во-первых, давать тебе ту плату достойную этой вакансии, и вот как бы все время идет история с экономией какой-то. Да. Вот, там на трансфере, еще что-то. То есть, вот, к примеру, вот такие вот нюансы, я его предупреждала, что будь готов не к тем ценам, которые ты у себя предполагаешь в голове. Вот. И так в итоге и случилось. Он такой, спасибо, Алёш, что ты меня предупредил. У меня в голове была одна цифра, а в итоге в 2 раза меньше назвали. И как бы и тут это нормальная цифра. То есть тут такие цены, тут так. Вот. Все, что вы говорите сейчас, мне кажется, что история нашего становления в Бишкеке как приезжих, как переселенцев, она, наверное, нуждается в освещении проблемы общечеловеческой любви. Вот, да, вот эта вот идея того, что то есть любви вот не романтической, да, а просто реально принятие, уважение другого человека, и это не относится к Кыргызстану. Я думаю, что вот везде, да, у нас есть выбор, я хочу здесь подчеркнуть, да, что у нас везде есть выбор, как поступать по отношению к тому, кто слабый. И вот это вот описание того, что когда вы говорите, да, вот мне нужна была помощь, и поступают так, и поступают иначе, это действительно, на мой взгляд, одна из таких прям вот фундаментальных вещей для личностного развития, да, то есть мы можем смотреть на слабого, и нам надо научиться, всем нам, мне кажется, надо научиться помогать слабым, вот искренне, да, то есть и на этом, наверное, и держится наша переселенческая вот эта история, что нас, по сути, вытянули те, ну, правда, да, то есть мы как-то восстановились, вот чувствуете ли вы эту метафору, да, то есть вот смотрите, я, допустим, так себе вижу, что когда вот эта надобность переселения возникла, да, как-то вот, ну, чуть-чуть вот мы просели, например, да, я говорю про себя, про своих близких, да, вот, на 100% вы говорите, да, то есть мы просели, и потом мы стали потихонечку как бы набирать какой-то опыт, какой-то статус, какие-то ресурсы, и как бы восстановились заново, вот ресоциализовались, да. Вот здесь вот такой момент про любовь, хотелось бы сказать, да, что, ребята, помогайте друг другу, и это не мораль, да, потому что классно, что мы можем такую проблему здесь поднять сейчас. Классно, что мы можем ее осветить. И классно, что даже если такое случается, к сожалению, да, ну это же может случиться с любым. Мы же, ну, по сути, не виноваты в том, что нужно социализоваться там в другой культуре, да, а кто-то, может, просто хочет социализоваться в другой культуре. Вот. Доброта нужна. Доброта нужна. Она везде актуальна. Да, вот. Это такой запрос. И тут ее чувствуется много. Да. Вот. Но есть тоже какие-то свои шероховатости, и
Очень интересно, что в обсуждении между, допустим, местными жителями могут подниматься вопросы как раз острые, там, типа. А вот когда ты как мигрантка обсуждаешь эти вопросы, с которыми ты, соответственно, тоже сталкиваешься, особенно при долгом проживании, вот тут могут очень... Это еще более остро будет, как будто бы именно из меня, как из мигрантки, когда я это говорю, это звучит еще острее, что вот, к примеру, про ту же работу, как я поняла под комментариями, местных жителей это тоже волнует, но если это я говорю, то это более могут встретить враждебно, чем если бы это обсуждали бы только местные жители. Интересно. Вот, что как будто бы мне, как мигрантке, как бывает у меня иногда под комментариями, понаехавшей, надо больше фильтровать то, что я говорю, и не высказывать это настолько прямо, как, к примеру, могут позволить себе это местные жители. Вот. Хотя проблемы, которые волнуют мигрантов и которых волнуют местные жители, чаще всего идентичны. Дико интересно. Вот. А я встречала немного обратную как Да? раз ситуацию, да, когда получается у местных есть, естественно, какие-то проблемы, и они там бурлят, они их обсуждают, а вот как только ты новенький, все вроде как, ну понятно, кто-то пытается пожурить, то же самое, да, то есть, но находятся иногда люди, которые говорят: эй, ребят, ну это же новый человек здесь, он ничего не знает, и наоборот начинает как-то немного не то что снисходительно, а как-то тепло, как к ребенку вот относиться. Ну, в смысле, не к ребенку, который требует какой-то там постоянной опеки, а вот именно что, наверное, даже не к ребенку, а как к человеку, который шел-шел и запнулся, и ему нужно дать руку, чтобы его как-то поднять, да, то есть вот и такое тоже бывает. Вот действительно здесь я думаю, что... Это вы про личное общение. Да, про В личное. личном общении согласна, Ага. но когда это общение в интернете, я же больше говорю Да. именно так, как я блогер, Да. именно с этим я сталкиваюсь почти только в интернете. Ага, то есть, поняла. как бы, да, потому что люди там могут высказать больше, чем могут высказать вживую. То есть одно дело, я не представляю, если честно, вот, допустим, взять одного из хейтеров моих, который бы мне лично в глаза сказал бы то, что он мне написал. Да, ну То правда. есть, да, а в интернете люди могут больше себе позволить. И вот в интернете более остро реагируют. А в жизни не так остро, согласна. В жизни даже могут, наоборот, больше, типа, с каким-то теплом к тебе и с помощью Правда. вот, обратиться. Но в интернете там гораздо. В интернете мы можем быть такими, какими мы хотим, да, и такими мы не стесняемся. Наверное. Не знаю, вот да, как будто бы Наверное. да, но как А будто будто бы и не очень. Мне бы, наверное, не хотелось бы такие гадости говорить людям, какие пишут в интернете. Там как бы, да. Да. Поэтому... Вот к вопросу о том, что мы хотим какими-то быть, по поводу хотения, по поводу желания. Какое ваше самое большое желание, ваша мечта? У вас есть? Вот мы сейчас транслируем это, да, и поскольку мы сегодня говорили про Вселенную, мы говорили про пространство, про то, что откликается, и как контент-мейкеры вы освещаете свою жизнь в медиапространстве, и как ваша коллега тоже понимает, что это круто работает, да, поэтому забросим запрос в Вселенную, если вдруг хочется. Хотелось бы что-то сказать про ваши желания, про ваши чувства, что бы вы хотели забросить в пространство? Забросить в пространство. Если вообще что-то хочется, потому что тоже бывает, да, что хочется слушать тишину. Вот у меня бывает тоже. Я начала становиться как личность в очень непростое время. Пандемия была, когда я заканчивала учебу, потом началась война, и мне мечтать как будто бы органично не получается. То есть я отношу себя к поколению Z, людей, которых они не строят планы, я не строю планы. Вот когда я простроила планы там, на 3 месяца вперед по поводу отпуска, вот это была моя мечта. Я хотела поехать к себе, да еще у меня получается маму сюда привезти. То есть это будет ее первая заграничная поездка, и вот я ей как подарок на день рождения ее делала. Вот это была моя мечта. Но как вроде люди говорят, что мечта должна быть недостижимой, а то, что достижимо, это вроде бы цели. Но вот я не знаю, как будто бы то, что недостижимо,
там, допустим, переехать в какую-то страну, жить там, но это все для меня кажется достижимо. И вот я не мечтаю. Вот. У меня не получается мечтать в такое время сейчас. Но у меня получается ставить, видимо, какие-то микромечты в, там, не знаю, вот несколько месяцев и, к примеру, до них доходить и получать удовольствие. Но я искренне не знаю, где я буду на Новый год, что я буду делать, даже чем я буду зарабатывать. Я привыкла быть в нестабильности, и я стабильности уже не ищу. И я в этой нестабильности нашла свою стабильность. Я не удивляюсь этой нестабильности, типа, такая вот у меня жизнь. И я принимаю эту нестабильность как не что-то негативное, а что-то положительное. Зато не скучно, зато есть что рассказать, зато инфоповодов поделиться чем-то в том же блоге очень много, потому что все так нестабильно у тебя в жизни. Вот, поэтому я это приняла. Типа, вот такая моя жизнь. И все. Спасибо, Алена. Это была Алена с нами в студии в рамках проекта «Устная история». Мы сегодня послушали удивительную, интересную историю переселенки русскоговорящей на территорию Кыргызстана. И спасибо большое. До новых встреч. Спасибо вам большое, Алена. Спасибо.